Наконец-то дождались. Сегодня Rockstar запустили новую бонусную неделю, а также добавили в GTA Online весь праздничный контент. Как никогда Нового года осталось совсем чуть-чуть. Долгожданный снег, новые ивенты на карте, квест по поиску снеговиков, 2 новых оружия, куча подарков, скидок и бонусов от Rockstar. Усаживайтесь поудобнее, сейчас расскажу вам обо всем поподробней. Нет времени фармить на весь новый контент? Не беда. Переходи в мою личную группу по накрутке, где прямо сейчас по сниженным ценам мы быстро и качественно прокачаем твоего персонажа в GTA Online. Как пример, набор «Все за 700», в него входят любой уровень, любое количество денег, а также открытие всех доп. Услуг. Ну а самое крутое мы подготовили специально для владельцев PlayStation 4 и PlayStation 5. Цены снизились в 2 раза, время прокачки тоже, поэтому консольщики, мы вас ждем. Сделаем все по красоте. Один совет: при заказе рекомендую использовать мобильную версию ВКонтакте, ибо только через нее отображается весь список товаров. Через компьютер, к сожалению, многого не видно из-за ограничений самого ВК. Все ссылки само собой в описании, переходи и заказывай лучшую прокачку в Рунете. Вся карта GTA Online покрылась легким слоем снега. Наконец-таки новогодняя атмосфера. Можно кидаться снежками, дрифтить по заснеженным улицам и наслаждаться северным сиянием. Снег — это редкое явление в мультиплеере, которое безумно любят почти все игроки. Конечно, хейтеров тоже хватает. Многих бесит, что из-за снега не получается нормально проезжать те же гонки, ибо зацеп, сами понимаете, не такой, как на сухом асфальте. Но в любом случае, думаю, все согласятся, что именно в этот период GTA Online по-настоящему жива. Куча игроков возвращаются в игру, чтобы просто покайфовать от снежной поры. Сессии полностью забиты, все приглашают друг друга в разные задания, переодеваются в праздничную одежду, играют днями напролет. В общем... Это просто охуенно. По традиции не обошлось без подарка. Все, кто зайдет в игру на этой неделе, получат от разработчиков новое оружие, карамельную трость, зеленую пивную шляпу, комплект пиротехники, 20 фейерверков, закуски, бронежилеты, 25 бомб-липучек, 25 гранат, 5 неконтактных мин и 10 коктейлей Молотова. В общем, ровно то же самое, что и дарили в прошлом году, за исключением пивной шляпы и карамельной трости. Оружие, кстати, ничего особенного из себя не представляет, у него нет никакой фишки. Допустим, у каменного топора на несколько секунд включался год-мод после убийства. Здесь такого нет, это обычное оружие ближнего боя, которым прикольно помахаться в период праздников, но потом, как мне кажется, оно будет лишь засорять ваш инвентарь. Что касается нового транспорта, к сожалению, Rockstar нас опрокинули и ничего не завезли, хотя по идее должны были добавить в продажу Варстока Брикейд 6х6 для тех, кому в западло проходить 6 новых сюжетных миссий. Кстати, вот порядок выхода недоступного на данный момент транспорта из капельной подачи. Ожидаем Брикейд на следующей неделе, затем в начале 2023-го такси, электрический мотоцикл Power Surge, ну и потом все остальные обычные тачки вплоть до весны. Из интересного добавили квест со снеговиками, 25 штук, разбросанные по всей карте GTA Online. Кому нужно, ставьте на паузу, при помощи карты на ваших экранах вы сможете найти все 25 снеговиков без лишних проблем. Задача, само собой, их уничтожить. За каждого будут давать 1000 опыта и $5000, а после того, как вы полностью закончите квест, вам накинут сверху еще 125 тысяч и подгонят эксклюзивный костюм снеговика. Короче, новички, если не знаете, где заработать халявные 250 тысяч баксов, как вариант, можете потратить буквально 30 минут своего времени, уничтожив 25 снеговиков. Кроме этого, гуляя по сессии, вас может ограбить некий Гуч, но не стоит расстраиваться, если вы его догоните и дадите леща, с него выпадет праздничная коробка, внутри которой будут, во-первых, украдены им деньги и еще плюс 25 тысяч сверху, а также закуски и эксклюзивная маска Гуча. Как я понял, это типа отсылка на Гринча, выдуманного персонажа, который украл Рождество. Про него были и книги, и мультики, и полноценные фильмы. Кстати, Гуч может появиться в абсолютно любой сессии, главное, чтобы в ней было как минимум 2 человека. Также в игру добавили случайное событие, в ходе которого на крыше здания Weasel Plaza начинается заварушка ровно такая же, как и в фильме «Крепкий орешек». Задача замочить всех NPC и забрать у главного, самого живучего врага новое эксклюзивное оружие, пистолет WM-29. Событие спавнится после 20 минут пребывания в сессии в период с 8 вечера до 6 утра. Кроме этого,
нужно находиться не дальше 400 метров от здания Weasel Plaza. По пушке ничего сверхъестественного, обычный пистолет, в амунации можно установить глушитель и поменять окраску. Кстати, если вам попадется это событие во второй раз, вместо пистолета наградой будет $25 000. Само собой, в игре разблокировали старый праздничный контент, на главной площади Лос-Сантоса появилась огромная новогодняя елка, так же как и во всей вашей недвижимости: квартира, офис, казино и так далее. Разве что в агентство елочку не завезли, а было бы неплохо. Кроме этого, Авенджеры передвижной командный пункт украсили гирляндами, а в магазинах появились старые новогодние товары: полноценные костюмы, свитеры, штаны, маски и очень много всего остального. Этот контент добавляют каждый год, поэтому тут, как вы понимаете, ничего необычного. Ну а теперь, что касается самой бонусной недели. На подиум казино выставили Pfister Comet Safari. Кстати, она в эксклюзивной раскраске, сняв которую, обратно вы уже не поставите. Призовым транспортом автоклуба же на этой неделе стал Pfister Comet S2 Cabrio. Точно такая же история с раскраской: если снимете, обратно, к сожалению, установить не получится. По бонусам ничего сверхъестественного: тройные выплаты денег и опыта за противоборство зверь против маньяка, режим, честно говоря, на любителя, но ради разнообразия можно отвлечься и немножко поиграть. Кроме этого, в 2 раза больше денег и опыта выплачивают за все гонки и за миссии по продаже вашей кислотной лаборатории. Поэтому, кто еще не протестил новый тип бизнеса в GTA Online на деле, сейчас лучшее время, чтобы это сделать. Ну и куда же без скидок? Минус 30% действует на внедорожник Granger 3600 LX, классический спорткар Infernus Classic, бронированный шафтер V12, машину-амфибию Stromberg, спорткары Tailgater S и Drift Tampa, внедорожник Taurus и самолет Velum. В принципе, на этом все. Вот такой вот праздничный контент подготовили для нас Rockstar в этом году. Большое спасибо за просмотр. Прошлый ролик привел 400 новых подписчиков. Вы капитальные красавчики. До 280 тысяч на канале осталось совсем чуть-чуть. Нужно успеть до Нового года. Все важные ссылки на мои соцсети вы найдете в описании. Самое главное из них — это, само собой, Telegram. Ну а я с вами не прощаюсь, ведь мы в интернете. Это значит, совсем скоро увидимся.